Всем привет, друзья! Вкусная, нежная, ароматная и мягкая паска без дрожжей станет отличной альтернативой для тех, у кого нет времени на приготовление дрожжевой пасхальной выпечки. В глубокую емкость положите мягкое сливочное масло, всыпьте туда сахар. Взбейте миксером в однородную мягкую массу, примерно около 2-3 минут. К масляно-сахарной смеси добавьте 2 яйца. Яйца должны быть комнатной температуры. Также туда добавьте 1 желток и щепотку соли. Всыпьте 1 чайную ложку ванильного сахара. И положите 200 грамм сметаны комнатной температуры. Сметана может быть любой жирности, у меня жирность 24%. Туда же влейте 30 мл лимонного сока. Венчиком тщательно перемешайте все до однородной консистенции. В глубокую емкость просейте 280 грамм муки, туда же добавьте 50 грамм просеянного кукурузного крахмала. К муке и крахмалу положите 2 чайные ложки разрыхлителя. Муку, крахмал и разрыхлитель перемешайте. В яично-масляно-сметанную смесь всыпьте частями муку, каждый раз чередуя с молоком. Молоко должно быть комнатной температуры. У вас получится 3 приема, чередуя муку и молоко. Когда тесто будет полностью замешано, добавьте 60 грамм изюма. Изюм предварительно промойте, залейте кипятком и дайте постоять 10 минут. Затем слейте воду и просушите бумажными полотенцами. Вот такое получается тесто. По консистенции оно как на оладьи. Оно медленно сползает с лопатки. Форму для выпечки можно брать любую, для пасок или для кекса, если для кекса диаметр примерно 22 см. У меня 2 формы, одна форма стальная, вторая силиконовая.
диаметром 12 см. Дно и бока стальной формы я застелила пергаментом. Заполните формы тестом чуть больше наполовину. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусов 45-50 минут. Время зависит от особенностей духовки. Деревянной шпажкой проверяем готовность выпечки. Прокалываем серединку. Если палочка выходит сухой, значит выпечка готова. Если на ней остаются кусочки теста, значит нужно еще продолжить немного выпекать. Приготовим белковую глазурь. Для 2-3 пасок мне хватит одного куриного белка. Белок желательно должен быть холодный. Его так намного легче и быстрее взбить. Взбиваем белок миксером до появления пышной белой пены. Появилась белковая пышная белая пена. Теперь частями добавляем просеянную сахарную пудру. При этом не прекращая взбивать миксером на высокой скорости. В самом конце добавьте 1 столовую ложку лимонного сока, он придаст приятную кислинку. На этом этапе белковую массу можно украсить в любой цвет с помощью пищевых красителей. Мне нравится белая стандартная белковая глазурь. После того, как добавили лимонный сок, взбейте глазурь еще примерно полминуты. Вот и все, белоснежная глазурь готова. Она получается достаточно густой и на паску ложится аккуратной плотной шапочкой. Если вы хотите подтеки, тогда добавьте сахарной пудры примерно 120-150 грамм. Белковую глазурь я наношу еще на горячие паски, так она застывает намного быстрее. Белковая глазурь полностью застыла на паске примерно за 2 часа. Пасочка по этому рецепту получается очень вкусная, мягкая, сладкая и влажная. Для тех, у кого по какой-то причине не получается работать с дрожжевым тестом или нет времени на это отличная альтернатива. Если вам понравился рецепт, буду благодарна за лайк. Всем здоровья и добра. До новых встреч на канале Ната Кук.